Я совершенно уверен и убежден, что каждый человек достоин своей жизни. И, наверное, я вызову сейчас раздражение довольно сильное или даже возмущение кого-то из наших зрителей с вами, но я совершенно убежден, что Господь Бог находится внутри каждого из нас, что каждый из нас Господь Бог своей жизни. Иосиф Леонидович, большое спасибо за то, что нашли время с нами встретиться. Мы в Женеве, куда вы приехали со спектаклем «Лондонский треугольник» в постановке театра школы современной пьесы, художественным руководителем которого вы являетесь. Это событие проходит в рамках фестиваля «Российские культурные сезоны». Расскажите, пожалуйста, об этом фестивале и о своем участии в нем. Это фестиваль с историей, и это фестиваль, который, что называется, занимается тем, чем сегодня, к сожалению, в мире мало кто занимается. Когда, знаете, со всех сторон напряглись в защите, в нападении, в ожидании друг от друга каких-нибудь гадостей и неприятностей, в общем-то, культура не молчит, и это замечательно. Мне кажется, что это то, чем мы должны заниматься просто до последнего. Потому что, послушав сегодня самые разные каналы, и западные, и российские, и украинские, и я, не знаю, к счастью или к сожалению, слушаю, и сам участвую во многих таких и политических шоу, и там всяких тематических передачах, я понимаю, что все равно перспектива нашей жизни на этой земле, на этом земном шаре, это перспектива жизни вместе. Это невозможно сегодня закрыться никаким, ни железным, никаким другим. Я уже не говорю там о перспективе какой-нибудь ядерной войны. Я просто говорю о том, что люди устроены так, что они должны смотреть спектакли друг друга, слушать музыку друг друга, ездить на торжества друг другу, а не угрожать друг другу ни оружием, ни словом, ничем. И поэтому те, кто это делает, я говорю об угрозах, с каких бы сторон это ни происходило, мне кажется, просто совсем неправильным. Поэтому фестиваль, как только... Наш театр довольно много ездит на фестивали, на самые разные. Мы не так давно были на Всемирном театральном фестивале в Индии, в Калькутте. Мы довольно много играем в Европе. Да мы только что в Германии играли. Прямо оттуда сюда, собственно, и приехали. И вы знаете, что бы ни рассказывали официальные идеологи, как бы ни травили друг на друга, извините, телевизионщики, когда люди видят других людей. Они видят людей на сцене, а тем более рядом. И когда видят, когда разговаривают, сразу мгновенно появляется тот самый человеческий язык или язык культуры, что правильно. Поэтому с удовольствием и участвовали, и участвуем, и будем участвовать в любых международных, межгосударственных, межчеловеческих связях, как бы и где бы они ни происходили. Мы поддерживаем всей душой ваш фестиваль и, конечно, желаем ему всего самого доброго, и чтобы он много-много лет еще нас радовал такими театрами, как ваши, и другими участниками. Хотелось бы немного поговорить о вашем детстве и о ваших родителях. Неожиданно. И родителях. Вы часто и много рассказываете о своей семье с большой любовью и благодарностью. В чем, как вы считаете, заключался талант ваших родителей в воспитании вас как личности? Ничего себе, это такой вообще глобальный вопрос. Я думаю, что нет людей, которые я не знаю людей, которые не гордились бы своими родителями, какими бы ни были эти родители. И каждый человек думает, что моя мама и папа, мой бабушка и дедушка, мои, они лучше всех других. И каждому кажется, что у него есть данные, что у него есть подтверждения, что у него есть факты. Но мне тоже так кажется. У меня замечательные родители, замечательные. Мама еще жива, ей уже 90
второй год. При этом она несколько лет тому назад там написала очередную книжку. При этом она, мало того, там одна ее инсценированная книжка, вот, как спектакль, идет в хорошем московском театре довольно долго. Это я почему говорю? Она начала писать в 80 лет. Прекрасно. Я ей сказал, ну что ты сидишь дома, тебе нечего делать. Она плавает в бассейне, там ходит в бассейне, она как-то так активно живет, читает. Вот. А папа, к сожалению, он уже умер, болезнь, но при этом он герой войны. Он весь прямо вот как иконостас. Я повесил дома на стенку вот его пиджак. У меня на этом пиджаке даже не уместились все его награды. Вот я их приколол, те, которых не было. Он расписался на Рейхстаге, и я несколько лет тому назад нашел вот это. Ну, собственно, мне помогли. Там, оказывается, есть в Рейхстаге целая такая группа, которая, ну, научная группа, которая изучает, они это называют граффити русских солдат. И еще при жизни, когда я начал ездить в Европу, в Германию, мне папа говорит, поищи, я там расписался. Я говорю, папа, ну там тысячи расписались, как это можно найти, там уже все законно. Нет, вот найди. И я с улицы, естественно, смотрел и ничего не находил. А вот года 3-4 тому назад я познакомился случайно вот там с научным сотрудником этой группы, и она привела меня практически в зал заседаний Бундестага. Я потрясен совершенно тем, что вот рядом с этим залом такое фойе, и на стене автографы русских солдат. Там, естественно, убрали нецензурную лексику. Тем не менее, это картина, которая, ну, у меня это и в телефоне сфотографировано, и у меня это в голове сфотографировано, потому что вот он шел, вот я лечу сейчас там из Москвы в Берлин за там, неполных 2 часа, а вот он в танке, он пешком, там вот был и танкистом, и пехотинцем, и это бесконечно может было. Поэтому, мало того, мой папа был таким мотоциклистом, и даже когда в Берлине были, опять же, вот они победили, и вот в этом мае были соревнования союзнических армий по мотоспорту. Папа выиграл в классе 750 кубических сантиметров, вот мотоцикл, и Жуков подарил ему мотоцикл с именной табличкой. Ну, это такая семейная, все это есть фотографии, есть. Знал бы, я бы даже... У меня есть книжка, ну, у меня много есть книжек, но несколько, но вот есть книжка, где есть все эти фотографии, и папа стоит, вот молодой, красивый. Это невероятно, что ему там, при этом ему 22 года. Вообще это, ну, как у... Но вы в свои 22 года тоже уже делали какие-то невероятные вещи, и мы об этом обязательно поговорим. А перед этим хочу задать вам такой вопрос. Кого вы считаете своими главными учителями? Слушайте, какие у вас интересные вопросы. Я думаю, вот вы спросили, а что вот родители, вот как они там воспитывали или не воспитывали? Вот родители сделали главное. Я родился в городе Одессе. Это замечательный город, просто фантастический. Там мир знает. Я теперь об Одессе очень много пишу. У меня даже недавно вышла книжка в одесском издательстве, в Москве ее повторили, называется «Одесская книжка». И там есть глава, которая называется «Одесса. Всемирный роддом». Я считаю, что Одесса рождает для мира ученых, художников, музыкантов, театральных людей. Но, как ни странно, к сожалению, большому, вот так случается состояться тем, кто из Одессы уезжает рано или поздно. И вот, кажется, такое верное решение моих родителей было в том, что они в возрасте 17 лет, практически ребенком, отпустили меня. Вначале отпустили в Ленинград, тогда он был еще Ленинградом, а потом отпустили в Москву. Практически я уже только приезжал домой на разные там каникулы, и это было очень трудное время, но если бы его не было, если бы я не жил сам, не зарабатывал, что называется, на жизнь, не поступал в разные институты, из которых меня выгоняли, из некоторых я уходил сам, не работал на разных работах, не узнавал жизнь, знаете, как там у Горького, в людях. Вот ничего бы, я уверен, я бы тогда ничего бы не сообразил про профессию. Потому что для того, чтобы что-то сочинять, чем я занимаюсь большую часть жизни, что-то такое придумывать, ставить спектакли, писать книжки, там, заниматься студентами, для того, чтобы что-то из себя извлекать, нужно, наверное,
сильно подсобрать. Вот нужно накопить вначале. Поэтому, ну, вот поэтому это такой важный, главный момент и для родителей, и теперь что? Вот поэтому, конечно, главным учителем была жизнь. Это действительно так, как это не банально звучит. А потом мне очень везло в жизни, просто очень везло на встрече с замечательными людьми. Вот здесь очень просто. Мне бы хотелось вот этот вопрос задать, потому что вы часто употребляете это слово «везение». Действительно, с 25 лет у вас уже было сотрудничество, партнерство, обмен со многими выдающимися людьми эпохи. И вот это слово «везение», а не притягиваем ли мы в свою жизнь людей и события своим образом мышления, своим поведением? Вы знаете, я совершенно уверен и убежден, что каждый человек достоин своей жизни. И, наверное, я вызову сейчас раздражение довольно сильное или даже возмущение кого-то из наших зрителей с вами, но я совершенно убежден, что Господь Бог находится внутри каждого из нас. Что каждый из нас Господь Бог своей жизни. Я не безумный, я понимаю, что можно выйти на улицу и попасть под машину, я понимаю, что можно там случайно прикоснуться к розетке и тебя ударит ток, но, тем не менее, когда я слышу от человека, что он говорит, вот мне так не повезло, вот у меня жена плохая, или муж, или дети, или я не в том институте учился, или я, вот знаете, вот меня на работу не взяли, поэтому вот я бы мог написать книгу, но вот мне не дали. Это потому, что я еврей, а это потому, что я коммунист, а это потому, что я велосипедист. Вот это все я совершенно не принимаю. Я совершенно убежден, что каждый живет так, как каждый достоин своей жизни. Вот он, если он учится, он учится. Если он постигает, он постигает. Если он может, он делает. А если не может, значит, это он не может. И никто за него не отвечает. Вот никто. Могут помочь. Мне очень много помогали в жизни. И я стараюсь помочь очень многим. Я бесконечно там преподаю в очень серьезных учебных заведениях уже много-много-много лет. И когда ко мне просто приходят люди, там, в основном по профессии, я вот максимально стараюсь помочь, потому что я как-то еще в юности подумал, вот почти ребенком был, подумал, что вот я буду, наверное, вот там где-то в столицах, таким-сяким, и вот когда ко мне будут приходить, я буду со всеми разговаривать. И вот я можно спросить у многих, ко мне может прийти школьник, ко мне может прийти графоман. Они очень часто приходят со своими пьесами. Ко мне может прийти некий композитор, который я написал оперу, которую вы в жизни не слышали, а потом понимаю, что лучше бы я ее и не слышал. Но тем не менее, я действительно очень мало, может быть, недостаточно, но с каждым человеком общаюсь и разговариваю, понимая, что вот мы для этого и существуем, чтобы друг с другом общаться, чтобы друг другу помогать жить. Собственно, и театр для этого, чтобы помочь человеку жить. Чтобы человек пришел, посмотрел, сказал, ой, вот оказывается, вот в этой ситуации, вот как следовало бы себя вести. Или вот я этого не знал об этой жизни. Вот, возможно, мы сейчас касаемся как раз-таки того вопроса, который я хотела задать. Вот тот период жизни, когда вы жили в Харькове, Одессе, Ленинграде, Москве, у вас менялись учебные заведения, работы, у вас часто вы были совершенно один, без денег, без родителей, без знакомых, без еды. Какими были главные уроки этого периода в вашей жизни? Ну, главные уроки, еще раз, в том, что я получал огромное удовольствие от того, что вот я что-то видел, чего не видел раньше, я что-то делал, чего не делал раньше, я вот ставил над собой, над этой жизнью, я, может, это не формулировал так, какой-то опыт. Я должен сказать, что я очень рано начал писать, вот очень рано. У меня есть записи с 1 класса, и смешные, наивные, но вот я их там как-то сохранил. И поэтому вот я, например, когда уже там в Ленинграде жил, уже изгнанный из 2 институтов до этого, и жил я в неком подвале, там полуподвале, мокром, таком сяком, работал рабочим сценой в БДТ, я в это время много писал. И это невероятно, но лет через, я думаю, лет через 20, если не больше, если не через 25,
У меня вышла первая книга, она называлась «Не верю». И в этой книге было много, и я совершенно сознательно там поставил даже даты, было много вот художественных, небольших, разных произведений, написанных в возрасте 17 лет, 18-19. И до сих пор, как ни странно, вот мне стыдно за многое, что я написал позже. И я бы там не стал это переиздавать, или бы я стал переписывать, или я бы стал редактировать. А вот что-то, что написано тогда, вот я читаю, и потом внизу написано: сижу на московском вокзале в Ленинграде, идет дождь со снегом, ноябрь, сильно холодно. А я при этом написал такую художественную новеллу. А вот она напечатана в книжке, и я до сих пор ею горжусь. Поэтому это такое вот кто учит или какие уроки. Уроки те, которые ты берешь. Это прекрасно, когда замечательные учителя, мне очень с учителями повезло, и в моем родном ГИТИСе, и в Ленинграде, в высших учебных заведениях, где я учился, и просто повезло встречами с очень интересными людьми, но тем не менее важно не кто учит, это очень важно, кто учит, а важно, чему ты учишься, важно, как ты хочешь вот это там, взять, осмыслить и тут же применить или заложить куда-то в себя. Да. Прекрасно. Вы часто говорите, что человек режиссер, автор своей жизни. Да. Привожу ваши слова. Да. Мне очень интересно жить. Это фантастический подарок, эта жизнь. И так, как мы ей распоряжаемся, то, что мы из нее берем и что мы в нее отдаем, то, какой след в этой линии жизни будет оставлен, это и есть наше авторство, это и есть наша жизнь. Слушайте, как интересно, где вы это? Я этого не знаю. Я вам могу прислать все ссылки, да. Это невероятно. Сейчас в интернете такое находят, я с удивлением думаю, иногда я думаю, что я такого наговорил. Я думаю, неплохо сказал. Я не очень понимаю, откуда. Хорошо, извините. Я могу вам все прислать. Нет, замечательно. Довольны ли вы как автор своей жизни? И что бы еще хотелось сделать? Я не просто доволен, я счастлив. Потому что самое большое счастье – это жить. Вот сама жизнь – это огромное счастье. И вот смысл в жизни. А в чем смысл жизни? В жизни. В том, что тебе ее как-то подарили или не подарили. Вот как-то она случилась. Я не понимаю, как. Для меня все великие священные книги, они действительно великие. Они гениальные, но это литература для меня, так же, как и иконопись, так же, как... Вот это все великая, прекрасная литература, а есть некие законы, которые, конечно же, я могу вслед за Циолковским повторить, что чем больше мы знаем о том, как мы живем, и чем больше мы узнаем, тем больше... Вот, в общем, сколько мы еще не узнавали, это ничто по сравнению с тем, чего мы не узнаем. Вот это вот очень важно. Это Циолковский, который, извините, ракеты конструировал. Поэтому я понимаю, что, конечно, есть вопросы, на которые невозможно ответить. Вот я путешествую довольно много. И для меня самая вообще такая... как бы сказать, вот самая такая фантастическая природная картина – это пустыня. Вот эта пустыня ночью, где не пробивается никакой свет. Я бывал во многих пустынях, просто даже во всех крупнейших пустынях мира. И вот когда вот действительно купол вот этот звездный, и когда ты действительно смотришь и не понимаешь, как это, а где это заканчивается? А если это заканчивается, то чем это заканчивается? А что после того, а кто это или что это? Вот это вопросы, которые вот они так и будут без ответа. Они вот вопросы, что их определяет. Поэтому, конечно, счастье и каждого из нас рассказывает про то, что вот эта жизнь закончится, а потом будет еще что-то. Ничего, конечно, не будет, безусловно. И то, что есть сегодня, это невозможное, невообразимое счастье. Так что-то вот где-то, как-то вот соединилось, случилось, и ты часть вот этой реальности. И это, я бы ничего, вы спрашиваете там, чтобы я
там переделал или стал менять, или чего я дальше хотел. Ничего, я хотел бы, если можно, если у кого-то можно попросить, вот, я хотел бы, чтобы это еще какое-то время продлилось, вот сколько возможно. Вот, собственно, и все. Я благодарен за все, что было. Я ничего бы не стал менять уже в том, что было. Вот ничего. У меня столько не сделанного, столько неосуществленного, что я бы хотел хоть часть из этого там написать, снять, там, как кино, хотя там снял довольно много телевизионных работ, а вот я ни разу не снял художественный фильм. Вот я уже ношусь много лет с идеей там, художественного фильма, но вот, и у меня несколько книжек, которые надо выпустить, и у меня вот 2 премьеры прошли только что в Москве, и вот сейчас должна быть еще, и у меня очень много студентов, с которыми нужно заниматься, и вот это вот я не понимаю, как это можно успеть, а в то же время я не понимаю, как это можно не успеть. Да мне только что вот звонили там из Центрального российского канала, говорит, вот вы нам очень нужны передачу послезавтра в 7 вечера. Я говорю, я прилетаю. За вами будет машина, мы вас тут же привезем. Я говорю, ну вот, может, без... Но нет, вот очень нужно. Вот. И я понимаю, что прямо вот все по минутам. Я прилечу, извините, не успею умыться, я доеду, на 2 минуты я буду час передачи, потом вернусь домой, а еще потом кто-нибудь перехватит. Ну вот, нормально. В одном интервью вы сказали, цитирую, что бы вам вокруг не говорили, важно про себя понимать. Я это сделаю. Если ты сам в этом очень сильно уверен, то как-то так случится, что и другие каким-то образом это оценят. Когда и как к вам пришло понимание этого? Ну, я опять же, вы какие-то находите цитаты невероятные. Я не помню, где и когда я это говорил, но я с этим согласен. Я совершенно уверен, что главное, ты сам должен быть убежден, что ты это сделаешь и что ты понимаешь, что это, зачем это. Ну вот мои студенты, режиссеры, я в ГИТИСе давно уже веду режиссерскую мастерскую. Ко мне приходит студент и рассказывает некий замысел. Говорит, вот я хочу поставить вот такой спектакль, сочинить вот такое произведение. И я слушаю его и думаю, да нет, ну это какая-то ерунда, не может быть. И я, с одной стороны, как педагог говорю, ну нет, смотри, ты здесь нарушаешь законы вот такие-сякие. Вот это не может быть, потому что вот это не так. И, ну, там большинство студентов говорит, нет, ну, в смысле, большинство говорит, да, я понял, я исправлю, я перепишу, я переделаю. А какой-то студент говорит, нет, вы не понимаете, я это сделаю. Мало того, у меня есть несколько уже таких случаев, когда я, скажем, какого-нибудь студента вот отчислял, он был плохой студент, неудобный студент, собственно, и со мной так был. Вот я его выгонял из института, потом через некоторое время опять брал, потом опять выгонял. Вот у меня есть, там могу даже назвать фамилию, там, Марат Гацалов. Вот. Он был такой неудобный студент, резкий. Мне казалось, что он занимается какой-то ерундой. Нет, не надо это делать. Выясняется, что он знает, что он делает. И выясняется, что он очень сконцентрирован в результате. Ну, мы сейчас с ним в большой дружбе. Он лауреат, там, по-моему, уже 2 золотых масок. Он уже один из самых известных сейчас в России режиссеров. Он гордится и вот всем рассказывает, что он у меня учился. А я тоже горжусь и рассказываю, что это один из моих интереснейших учеников. Поэтому это нормально. Это нормально, когда человеку говорят, да не пиши, а человек говорит, у меня есть такой замысел, у меня есть такая идея. И все говорят, да кому это нужно, ну это скучно. Он сидит и пишет. И бывает, что проигрывает, но бывает, что выигрывает. Вера в себя это вообще, вера в себя это признак такой сильной, мощной творческой личности. Другое дело, не должно быть такого высокомерия, дури. К себе надо все равно относиться с иронией, как-то спокойно. Но когда тебе начинают рассказывать, что ты там такой, сякой, это сразу сравнивай себя с гениями и поймешь, что ты, дай бог, что продержался хоть какое-то время в своей профессии. Но тем не менее, если ты этим занимаешься, ты должен быть убежден, что ты делаешь это правильно с твоей точки зрения. Однажды вы сказали, что рано или поздно приходится решать, что выбрать, жизнь или театр. Вы сделали свой выбор очень рано и отдаете себя полностью театру вот уже много лет. Что театр дает вам? Нет. Вот тут я должен не согласиться с собой, если я это сказал. Я должен вам сказать, что если выбирать
между театром и жизнью, то я выбираю жизнь. Потому что театр не стоит жизни. Да, я очень хорошо понимаю, что для того, чтобы быть великим, например, режиссером или гениальным, нужно жить определенным образом, то есть практически не жить. Вот тебе будет мешать все. Тебе будет мешать семья, тебе будет мешать весь быт, тебе будет мешать такой контекст, окружение, люди. Вот все будет мешать, ты должен быть очень сконцентрирован. И я знал в своей жизни нескольких гениев, вот просто гениальных людей. Они вот жили тоже определенным образом. Вот существовали, жили определенным образом. Хотя не все. Вот одного знал, он такой и в быту был замечателен. Вот у меня есть, я не буду называть его имя и фамилию, те, кто знает, быстро догадаются. У меня есть товарищ и однокурсник. Мы с ним учились на одном курсе в ГИТИСе, жили в одной комнате и так далее. Он сейчас один из крупнейших мировых режиссеров. Он ставит спектакли в Комедии Францесс в Париже, он ставит, он преподает. Ну, собственно, я ставлю в крупнейших театрах мира, и я преподаю в крупнейших университетах мира. Тем не менее, вот его уже давно называют великий, гений и все такое. Но он, что называется, выбрал очень определенную жизнь. Вот даже жена не живет с ним в одной квартире. Она спрашивает, можно ли к нему зайти, можно ли с ним куда-нибудь пойти. Он живет очень определенно, он там редко видит своих там, детей, внуков теперь уже. Он живет определенным образом. И он великий режиссер на самом деле. А я не великий режиссер, потому что мне еще очень много интересно. Еще кроме театра. Поэтому по мне театр не стоит жизни. Театр есть одна из форм жизни, одна из частей жизни. Вот я вышел на сцену, я играю, я сочинил спектакль, я сочинил, вот он есть как такая данность. Но от этого я не перестал жить. И от этого я не перестал быть, я не знаю, там, хорошим человеком или плохим человеком. Или вот когда я слышу от артиста, я хотел бы умереть на сцене. Вот у меня какой-то внутри такой скепсис. Зачем тебе умирать? А тем более еще и на сцене. Это вообще ужас. Вот там Миронову многие позавидовали. Как он красиво умер на сцене. Лучше бы он жил и... Жаль, там, великий артист действительно, но жил бы и работал. Вот жизнь намного ценнее. Лучше бы Миронов жил. Поэтому вот театр, который его сгубил на сцене, по мне. В начале интервью я вам сказала, что я считаю вас потрясающим рассказчиком, поэтому много вопросов базируется на ваших высказываниях. Одно из них очень интересно. К счастью, сегодняшняя талантливая драматургия, а мы занимаемся только талантливой драматургией, предполагает очень сильное соучастие зрителя, соотнесение себя с персонажем, сюжетом, с возникающими ассоциациями. Какого зрителя вы бы хотели видеть у себя на спектаклях? Вы знаете, я хочу видеть того зрителя, который хочет видеть мои спектакли. И я его и вижу, собственно. Я не занимаюсь подбором зрителей. И не только я, и вся моя администрация театра. Зритель всегда прав. То есть он не всегда прав, безусловно. Я видел зрителей, которые уходили из фильмов Феллини. Я видел зрителей, которые уходили из там, потрясающего, но очень длинного спектакля там, Андрея Желудока, например, или Некрошиса, например, там вот «Вишневый сад», Некрошиса шел там 5 часов, и при том, что, мне кажется, это был великий спектакль, но уже там часа через 3 зрители начинали тянуться. Мало того, среди зрителей было много моих коллег. Тем не менее, зритель все-таки всегда прав. Если зритель хочет это видеть, смотреть, при этом присутствовать, соотносить это с собой, он сознательно вступает в партнерство с вами, с тобой. И он на это имеет право. Так же, как он имеет право сказать, это пошло, это скучно, это, не знаю, не художественно. Ну, еще много чего он может сказать. И в нашем театре, и вообще везде и всегда. Каждый театр достоин своего зрителя. Вот как каждый человек достоин своей жизни, вот так каждый театр
Если к вам в театр входит такой вот зритель, значит, вы такой театр. Вашему театру в этом году исполнилось 27 лет. Да, уже идет 28-й сезон, 28-й. да, страшное дело. В чем заключается уникальность вашего театра и как он изменился с момента его образования? Программа очень жесткая, определенная и такая довольно редкая в мире, а может быть и уникальная, потому что я других таких театров не знаю. Театр называется «Школа современной пьесы», и это значит, что вот за эти 27 лет в театре мы никогда не ставили спектакль по пьесе, которая уже была поставлена. То есть это только мировые премьеры, это программа театра. Только мировые премьеры. То есть любой писатель, живет он в России, или живет он в Америке, или живет он в Израиле, или где угодно, он написал хорошую пьесу, и мы ее ставим. Кстати, «Лондонский треугольник», который вот мы здесь играем, эта пьеса написана американским, ну, русскоязычным человеком, живущим в Нью-Йорке, живущим в Америке. А там несколько лет тому назад я поставил спектакль, который просто пришел, пьеса пришла на конкурс, я ее вот среди других пьес просто почитал, сказал, немедленно буду это ставить. Теперь эта пьеса идет по всему миру, и пьеса называется «Спасти камер-юнкера Пушкина». И спектакль у нас уже получил огромное количество премий, приглашений и все такое, все такое. И когда очень хороший писатель или даже неизвестный молодой писатель пишет хорошую пьесу, то есть Акунин написал «Чайку», отдал ее нам, Улицкая написала «Русское варенье», отдала ее нашему театру, Дмитрий Быков написал «Медведь», отдал ее нам, там Витя Шендерович написал «Последний ацтек», отдал нашему театру. Я уже не говорю о Гришковце, который вот мы уже с ним около 20 лет сотрудничаем, причем, ну, он свои моноспектакли у нас играл много лет, все премьеры были. И я ставил все его пьесы, которые он вот он писал, отдавал нашему театру, я их ставил. Вот у нас недавно прошла премьера, где Гришковец вот впервые играет с ансамблем артистов, причем артистов наших вот замечательно, там и Алексей Петренко, и Елена Санаева, и Владимир Качан, и Володя Шульга, и ну, наши звезды. И спектакль называется «Пока наливается пиво». Кстати, жанр этого спектакля тоже одна из уникальных особенностей нашего театра, жанр импровизации. То есть там сочинены только сюжеты. Вот мы с Гришковцом сочинили место действия, персонажа, сюжета, а текста нет. Артисты импровизируют текст. Поэтому какие-то, как вы говорите, уникальные или своеобразные вот особенности этого театра. Во-первых, только мировые премьеры. Во-вторых, мы иногда в жанре таком работаем, который вот до нас никто не пробовал. Мы много лет тому назад вот я придумал и сделал спектакль, после которого в этом жанре стали очень многие работать. Спектакль назывался «А чё это ты во фраке?» И жанр был такой: опера, балет и клоунада для драматических артистов. И вот с тех пор, как драматические театры начали пробовать мюзиклы, такие в России, я не имею в виду классический американский мюзикл. Поэтому вот этим мы и занимаемся. Школа современной пьесы. Вы много гастролируете по миру, и вам доводилось работать с западными режиссерами. В чем, на ваш взгляд, заключается особенность российской театральной культуры? Ну, я действительно ставил во многих крупных мировых театрах. Я ставил в Нью-Йорке, в замечательном театре. Я ставил в Национальном театре Израиля Габима. Я ставил здесь, в Женеве, лет 10 тому назад, в театре Каруш. Я ставил современную пьесу, которую писали вместе. Кстати, вот российский драматург, очень интересный, Семен Злотников, и французская драматург. Вот, и пьеса называлась «Поженимся? Да, нет», вот, и многоточие. Я скажу вам, что русская театральная культура, русская театральная технология – это такое огромное национальное достояние, огромное. Это вот то, чем мы, кроме нефти и газа, можем просто очень гордиться сегодня. Это действительно методология, которую изучают крупнейшие университеты, театральные школы мира. Я тоже довольно много преподавал и конкретно знаю, с каким интересом, азартом и таким восхищением
американские студенты и аспиранты. А я преподавал, страшно сказать, там в Америке, понятно, довольно долго. Но я преподавал в Тегеранском университете, вот, я преподавал в Римской там, высшей киношколе, в той самой знаменитой, и много еще. Вот здесь в Лозанне, кстати, довольно долго вот, я вел такие регулярные двухнедельные мастер-классы уже для взрослых артистов, типа семинары. Вот артисты, которые технологически хотели познать именно систему Станиславского и технологию, по которой можно работать в этой системе. Поэтому это наша гордость, это наша мощнейшая база. У нас огромное количество замечательных учебных заведений, у нас огромное количество театральной литературы, у нас очень большой опыт и практика большая. И это все востребовано в мире до сих пор. Естественно, сейчас вот со всеми международными непростыми ситуациями, естественно, есть напряжение, есть такое заведомое, не знаю, там, опасение, что через театр там будет привнесена идеология. Тем не менее, как только начинаешь репетировать с западными артистами, с любыми, с американскими, с израильскими, с турецкими. Вот я в Турции ставил там в национальном театре. Могу еще самые разные перечислять. На второй, на третий день все начинают понимать на любом языке и начинают сочинять вот произведения, и дальше оно становится абсолютно интернациональным. Иосиф Леонидович, как вы относитесь к компромиссам и в каких случаях вы считаете они неизбежны? Очень смешно. Я вам скажу то, что вы вырежете, наверное. У меня в юности был товарищ, он и сейчас жив-здоров, он артист Сталинского театра. Вот, и он мне как-то позвонил, Сталина, и говорит, а я жил в общежитии в ГИТИСе, там нас жило несколько человек в комнате, и вы сказали, как вы относитесь к компромиссам? И я с тех пор это запомнил, позвонил, сказал, слушай, тут приедет одна артистка, она такая красивая, такая обаятельная, такая, такая девушка, вот, но она склонна к компромиссам. Вот как я отношусь к компромиссам? Я вообще думаю, что, конечно, я не представляю себе вообще вот таких чистых, бескомпромиссных людей. Не представляю. Наверное, есть какие-то вот люди глубоко религиозные, которые никогда вот не сделают этого или никогда там не выпьют, не закурят, не сделают. И наверное, надо уважать этих людей. Но тем не менее, наша жизнь это какой-то огромный компромисс. Мы каждый день, что тут говорить, мы каждый день сталкиваемся с необходимостью выбора. Каждый день сталкиваемся с необходимостью что-то сильно защищать, а в чем-то сильно уступать. Поэтому компромисс это одна из форм жизни. И тут как это можно к этому относиться или не относиться? Это как вы относитесь к правилам дорожного движения. Можно к ним никак не относиться, тебя машина собьет. Поэтому вот так же я и к компромиссам отношусь. Так что я склонен к компромиссу. Мы знаем, что вы часто отговариваете ребят, поступающих на специальности актеров и режиссеров, но тем, кто все же решил выбрать эту профессию, что бы вы посоветовали? Я, собственно, отговариваю именно потому, что понимаю, что особенно в юном возрасте у людей неверное представление вот о театре, о кино, представление такое романтическое. Вот, им кажется, что они придут, им покрасят красивое лицо, наденут какой-нибудь хорошенький костюмчик, платьице, и вот она будет нечто там вещать. На самом деле эта профессия, вот по мне, она сходна с профессией тех врачей, которые сначала себе прививали какую-нибудь дрянь и смотрели, вот как у них повышается температура и что с ними будет. Это профессия, которая проходит через тебя самого. Причем через всю твою физиологию, через твои мозги, нервы. Вот это очень тяжелая для жизни профессия. Вот у меня 2 дочери, и я счастлив, что они не стали артистками, хотя обе они, как ни странно, там связаны с театром. Но тем не менее, вот я счастлив, что не стали артистками. И я не знаю, стал бы я режиссером, если бы я еще раз начал всем этим заниматься. Тем не менее,
Если уж кто-то, вот как вы говорите, кто-то решает этим заниматься, мне очень важно, чтобы он занимался этим сознательно, чтобы он понимал, что ты творить, сочинять, лепить можешь из себя самого только. Вот из себя. Это не исполнительская профессия. Вот ты исполнил роль, выучил слова, надел костюм художника, встал в мизансцену режиссера. Нет. Это авторская профессия. Авторская. А авторы, вы понимаете, всегда там сколько этих поэтов погибло на дуэлях, сколько их там, Хемингуэй, Маяковский, Есенин, застрелились. Это вот эта профессия, требующая такой вообще самоотдачи, самораскрутки. Пастернак гораздо лучше меня все это сформулировал. Вот, цель творчества, самоотдача, а не шумиха, не успех. Вот то, зачем многие идут, им кажется, что это шоу-бизнес. Это совсем не шоу-бизнес. Это если хочешь этим заниматься глубоко и серьезно, то этим надо заниматься глубоко и серьезно, чтобы не было стыдно. Потому что мне часто стыдно, что я этим занимаюсь. Я поэтому стараюсь чем-то еще заняться таким мужским, вот там, водить автомобиль или там строить дом или еще что-то, чтобы вот как-то все время заниматься таким эфемерным. Что-то есть в этом не мужское, не человеческое. Иосиф Леонидович, важна ли для вас критика? И если да, то к мнению кого вы прислушиваетесь? Важна, безусловно, важна. Один из моих великих учителей, Анатолий Васильевич Эфрос, великий режиссер, он говорил нам, студентам, вот вы поставили спектакль, и на спектакль вышло 10 рецензий. Из них в 9 написано, что вы гений, что такого спектакля не было, что просто вот вы открыли новую страницу в мировой культуре. А в одной рецензии написано, что вообще вот здесь у вас ошибка, вот здесь неточно. Можно эту рецензию смять, выбросить, сказать, да ладно, вон все меня про... А вот правильно вот эту рецензию изучать и вообще ее читать в основном. Тогда вы будете все-таки себя самооценивать. Поэтому очень важна для меня критика. И мне не важно там критик с именем. Есть, конечно, критики знаменитые, прекрасные, приятно, когда они хвалят, или неприятно, когда они ругают. Но мне даже не очень важно, кто написал. Я вот недавно, вот у меня вышла премьера, вот этот самый с Гришковцом, пока наливается пиво. И я буквально вот вечером был спектакль, а ночью под утро не спалось, я вошел в Facebook и стал читать чью-то рецензию. Я не знал, кто это. Мощная, грамотная, умная такая, серьезнейшая рецензия. Вот. И я написал автору, не знал, кто это, там вот фамилия какая-то. Потом мне было очень стыдно, потому что я узнал там на следующий день в своей литературной части, что это довольно известный критик. Это я его не знал просто. Но тем не менее это очень важно. Очень важно, когда тебя оценивают, значит, ты на этого человека произвел именно это впечатление, и он так соотнес себя с твоим спектаклем. Ну и последний вопрос. Говоря вашими собственными словами, театр неотделим от нашей жизни. Он неотделим от политики, от экономики, от общего состояния культуры. Поэтому театр, школа современной пьесы будет таким, каким Россия и Москва. Чего бы вы пожелали своему театру, ну и, соответственно, своей стране? Вы знаете, я, как вы понимаете, в течение уже многих-многих лет, начиная со времен вот этих 90-х проклятых, для меня они не проклятые, а прекрасные. Для меня это лучшие годы моей жизни, 90-е. То есть годы, когда открылся железный занавес. Ну, я там имею в виду и перестройку, и Ельцина, которого несут, клянут, ругают. А для меня это годы, когда людям разрешили читать то, что они хотят читать. Людям разрешили ехать туда, они хотят ехать.
Людям сказали, если квартира, она твоя, если ты хочешь купить и можешь купить машину, твоя, если ты можешь заработать, заработай. И со всеми перегибами, со всей пеной, со всей вот дурью и глупости. И для меня вот эти прекрасные годы стали таким вот сильнейшим глотком вот свободы и возможностей. А потом это все стало, естественно, это нормально, жизнь идет, это все стало видоизменяться. И в последнее время мне кажется, что идет какая-то такая невозможная война, идеологическая война вот СМИ между Россией и Европой, и Америкой, и Украиной, и там то с Турцией раз вот помирились, а потом с Турцией не помирились, и тут же, прямо вот в один день, друзья в один день враги. И я слушаю многих разных, и я со всех сторон, включая и мою родную любимую страну, и я слышу очень много неправды, очень много лжи. И, как вы понимаете, я хочу вот, и буду жить только здесь. И я мог за эти годы и уехать, и работать, и детей увезти, и все, чего мог. Я живу здесь, моя семья здесь, моя мама здесь, мои дети здесь, я имею в виду в России, в Москве. И я очень хочу, чтобы здесь было хорошо. Для меня хорошо – это одно простое слово. Я хочу правды. Вот когда-то Василий Макарович Шукшин выпустил книжечку такую небольшую, потрясающую книжку. Он написал «Нравственность есть правда». И ничего больше. Я хочу, чтобы мы не врали друг другу. Чтобы, когда я вот уже здесь сегодня включаю телевизор и вижу, в общем-то, выдающегося кинорежиссера, выдающегося, замечательного. Мы знакомы, но так знакомы очень мало. И вот он сидит на таком российском канале и пропагандирует, вот врет. И я вижу, что врет. Мало того, он умный человек. Он врет для чего-то. Он хочет понравиться президенту, он хочет еще заработать, хотя он очень не бедный человек. И я вижу, что он демагог. Я вижу, что он в чем-то, страшное слово, мракобес. Вот он говорит о чем-то, и очень легко ему сказать, но это ложь, потому что на это было это. И вот он людей забалтывает, ему верят многие, потому что он выдающийся кинорежиссер. Вот ужасно больно. Вот ужасно больно из-за него, из-за людей, которые вынуждены его слушать. Поэтому хотелось бы, пусть тяжелейшая, пусть болезненная, пусть такая-сякая, вот пусть нам скажут, экономика в большом завале, потому что мы потратили деньги на оборону. Это мое дело говорить, хорошо бы их потратить на медицину, на образование, на культуру, но мне государство говорит, нет, мы подумали и потратили на оборону. Спасибо, скажу я, потому что это правда. А когда мне расскажут, да нет, ну у нас все идеально, у нас все потрясающе, все из-за того, что там вот американцы решили нас. Ребята, ничего не, им есть чем заниматься, Америка. Давайте займемся вот собой, а они займутся собой. Я бы очень хотел, чтобы, конечно же, мир прежде всего наш, там, европейский, мир украинский, я все не говорю, потому что сегодня это очень больная тема. И вообще мир весь, вот чтобы он как-то друг другу стал открытие и стал говорить правду. Мы с вами полностью согласны, и на этом хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо вам. За то, что вы так искренне и щедро с нами поделились. Спасибо вам.